успели застрять. Успели, короче, начудить немножко. Вот таким вот образом. В горах, не в горах, точнее, а на хребте спать не получилось, потому что там нереально сильный ветер, поэтому мы решили отъехать от города немножечко, то есть от моря, и залечь все-таки на берегу какой-то реки. Тут ветра особо нет. И сегодня мы уже тут пятером решили расположиться как-то. Тепло, хорошо. Да, получается, мы из, хотел сказать, из Филадельфии, нет, из Феодосии, точно. Филадельфия. Сваливаем с этого города, едем в город Судак, там тоже есть объекты, там тоже расставлены точки. Возможно, даже искупаемся, ну и снимать точно будем, точно. Купаться? Да. Прикинь, да, Ну, отпиши потом, как температура. Да мы уже сегодня искупались. Да, мы сегодня уже хорошо. Да, Хорошо. Примало. Так, спокойной ночи, да. Ребята, всем доброе утро. Сегодня у нас уже 2 мая, и почему я сижу в машине? 9 часов утра сижу в машине просто потому, что на улице нереальный ветер. Сейчас я, конечно, выйду, покажу вам, как это все происходит. Где-то, наверное, как Тимур говорит, в 8 утра начался сильный ветер, который просто не дает возможности даже нормально лежать, потому что палатку прям скидывает. Если бы там не было матраса, я думаю, палатка бы давно уже улетела. Смотрите, вчера вот я реально додумался к берегу подъехать на машине, и вот такая вот проблема произошла. Оказалось, что это просто вода уходит, и на самом деле когда-то здесь она была, поэтому место достаточно мягкое, и машина закопалась просто моментально. Мы находимся в Судаке, это бывшая военная часть, видимо, украинской армии, да? Все снесли, да, из поляны было. И мы пытались проехать к кораблю, который заброшенный. Короче, к заброшенному кораблю на берегу. Проблема в том, что тут образовалась, видимо, еще какая-то база военная, может, российская, я не знаю, может, еще что, непонятно, что происходит. Поэтому мы просто решили пешочком пойти, мы просто... Да, там очень такая уверенная надпись про возврат земель. Если честно, то здесь очень красивый вид. Просто чума, ребята. Да. Бережок. Я бы на таком бережке заночевал. А вот и корабль, да. Да. А его, я смотрю, разбирают так хорошо. Ты по говну ходишь, сынок. Красавец. Военная, Да. Я поначалу... Вот там же вот с той стороны, я вот сейчас фотографировал это. Написано генеральный план строительства арт-таврида. Ага, ну, понятно. Арт-санаторий. Что-нибудь такое. Ну, говорят, ваши москвичи это все. Серег, ваши москвичи. Москвичей здесь не любят, да? Нет, однозначно, поверь. Здесь московскую прописку вот этот парень. Да. Ну дай бог. Сюда идете? Да. Но мы до тут доехали, там пройти негде. А там видели вот этот баннер висит? Не. Синий такой, а? Не, мы возвращаем Крыму землю с новыми возможностями. Да, видел. Вот это реальный стёб, да, на народ? Я не увидел, если честно. Как? Не, я снял. Да ты что, мы в интернете за везде выкладываем.
Это реальный стёб. С каких же возможностей? То есть раньше мы могли ходить, сегодня нет, да? Да, Уже это да, новые да. возможности. Ну, вернули, только просто Ну, не для нам. других возможностей, да. Не нам, точно. Вот на этой территории, вот здесь вот, да, краснокнижных растений порядка 70 с лишним видов, которые находятся... Травы. Да уже не сравняли все, какие-то травы. Уже нет, вот есть 76 видов краснокнижных растений, которые находятся как в Красной книге России, так и Европы. Я вот здесь вот на этом бугре всегда собирал этот самый каперс. Сейчас все, я туда, во-первых, не попаду, а второе, там вон они все это тракторами спахали, блин. Вот такие вот здесь условия. Ну вообще, что скажешь? Мне кажется, его надо ночью снимать. Ночью? Да там ночью ты провалишься туда, честно. Да понятно. Друзья, ну... Не знаю, может быть вернусь ночью, может нет. Напишите, как считаете. Это Аски. Ты что, дурачок, что ли? Ну, это не Mavic, блин. Друзья, мне кажется, этот объект подходит для того, чтобы я пришел сюда ночью снимать его. Конечно, подходит. Серега! Теплоход «Князь Багратион» известен сейчас в качестве корабля-заброшки. Он стоит на берегу возле судака у мыса Меганом. Уже почти 25 лет теплоход ржавеет на своем вполне привычном месте. Теплоход был великолепен. По задумке создателей он вмещал 340 пассажиров. Размеры судна позволяли всем разместиться внутри достаточно комфортно. Ветеран речного флота пережил всех родственников по серии. Его трудовой стаж составил 72 года. Но в 1991 году старый теплоход все же списали, а вскоре продали частному владельцу в Крым. Далее в биографии судна появляются неясные моменты. Вроде бы в 1992-1994 годах оно работало плавающим рестораном в Феодосии и имело успех, но неясно, почему при этих удачах корабль вдруг попал на берег. Вот так вот выглядела каюта, интересно. Сейчас надо его с квадрокоптера подснять и ночью, короче, сюда приходить. Да зачем? Сейчас снимите, вполне. Первый пошел, да. Сережа, будешь купаться, нет? Не, я пока в тепле посижу. Я тоже бы, наверное, все-таки в тепле посидел. Завтра будет пожарче, завтра можно. Тимурчик, ну 2 дня без мытья. Я думаю, сейчас мы отобьем у Тимурчика запахи лишние точно. Хотя бы будет полегче. Вытаскивай. Ну а ты что, не? Да я чё? Купанье не будет? Да купанье какое-то, 7 градусов. Иди сюда, иди ко мне, моголёсь. Иди. Ой, ой. Вот. У меня Алекса хочет покататься на лошади очень. Если, например, его анашой накормить, он будет какой-то отдавать? Что ты там с козами решил Я что-нибудь? забоялся подходить. Сергей! Нападай! Парировать. А вы хотели с ними сфотографироваться? Да, я посмотреть хочу, я из города приехал. Ладно, сейчас вам одну принесем.
Мы поднимаемся на одну высокую гору, где находится как раз один секретный объект. Я, насколько понимаю, он называется Фео-13 в простонародье. Феодосия 13. А так это бункер. Хранилище ядерного оружия. А, да, хранилище ядерного оружия, прошу прощения. Кто ты, воин? Рахит. Пиздец. Пошел. Что я уже? Море кувырки, блядь. Так, друзья, заходим, блин, вот в такой, в общем-то, туннель в скале. Феодосия 13. Бывший склад ядерного оружия в урочище Кизилташ. Феодосия 13 или предприятие почтовый индекс 105. Бывший секретный объект между Судаком и Феодосией, хранилище ядерных бомб в Крыму. В 1994 году с хранилища ядерного боезапаса был снят гриф «Совершенно секретно», а в 1996 году атомные бомбы навсегда покинули Кизилташ. Их вывезли в Российскую Федерацию, ставшую правопреемником ядерного потенциала бывшего СССР. Строительство началось в 1951 году. Закрытые эшелоны везли в Кизилташскую долину заключенных и оборудование лучшее в Союзе и, возможно, лучшее в мире. В скале пробили тоннель длиной 2 километра, размеры которого не уступали московскому метрополитену, выходившему наружу с другой стороны. Под горой располагался сборочный зал, его длина составляла 20 метров. В каждом помещении была своя система контроля микроклимата. Уровень секретности объекта был необычайно высок. В паспортах жителей значился адрес Феодосия 13. Даже произносить вслух «атомная бомба» считалось чем-то вроде табу. Из соображений секретности объект назывался предприятие «Почтовый ящик 105» без каких-либо географических указаний, как и сотни других предприятий Минсредмаша. После почтовый адрес поселка изменился на город Симферополь, абонентский ящик номер 99. Появились названия улиц. Жители городка имели симферопольскую прописку, которую поменяли в середине 60-х годов на феодосийскую. С тех пор и до последнего времени городок имел название Феодосия 13. Но все-таки такой объект стоит посетить. Мы сюда очень долго, кстати, добирались. Это Крым. Вот здесь теплее. Это сквозной проход, кстати сказать. Вот гермодверь. Она, видимо, вот так вот просто открывалась, механизмы такие. И да, это все, что есть. Этого мало, но это все, что есть, к сожалению. По объектам очень трудно ориентироваться в Крыму. То есть вчера я там побывал, в лагерь съездил, но он действующий оказался, хотя везде просто написано, что он заброшенный. Да, тут просто разруха нереальная. Но все равно, представьте, каких усилий даже стоило просто выпилить вот такой вот туннель в горе. И я уверен, что это место максимально круто охранялось или маскировалось, может быть и так. Да, но здесь, мне кажется, грузовик мог проехать. Я думаю, под эти размеры это все и делалось, наверное. И вот, раз, и мы выходим. Друзья, едем дальше. Едем дальше снимать. Сейчас, по идее, я хочу просто поглядеть один лагерек. Если
объект будет достойный, то я буду располагаться где-нибудь неподалеку от него, а ночью уже пойду его снимать. Так что ждите. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите несколько комментариев. Так, друзья, ну что, мы в Судаке. Сейчас немножечко по набережной прогуляемся, посмотрим, что здесь интересного есть, покушаем. Смотри, ну блин, песочек, ребята, ну тоже классно же. Песочек, пирс, там ребятки отдыхают. Все красиво. Ой, а впереди какие скалы, господи. Вы же видите это, а? Я должен вам это показать просто, потому что это очень красиво. Блин, это похоже, да, на правду. Это кайф. Море, море. Ну тут, если честно, как-то оно, по-моему, грязное какое-то. Ой, волны. Да, и кстати сказать, я нашел объект, достойный для съемок. Это очень крутой такой лагерь. Я так понял, что он в 2015 году закончил существование свое. Ну, смотри, что он делает, блядь, а? Камни берет, сейчас будет херачить она. Смотри, сколько берет, смотри. Вот давай просто посмотрим. Смотри, мне подозрительно. Да, в капюшончик залез. А, не, ну ладно, не по нам все-таки. Ладно, уже хорошо. В общем, сейчас как стемнеет, кинем палаточки. По нам. Кинем палаточки. И я поеду снимать этот лагерь. Блин, он чумовой, реально. Погнали.